Настоящие лесные бандиты, которые придумывают невероятно эффективные тактики для достижения цели. Однако часто у них на пути становятся куда более опасные создания, но интеллект и бесстрашие помогают дать отпор и даже прогнать незваных гостей. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и герои сегодняшнего выпуска далеко не беззащитные еноты. Род енотов насчитывает 3 вида, из которых наиболее распространенным и известным является енот-полоскун. При длине тела до 80 см масса хищника может превышать 10 кг. Родина этих животных – Америка, но они успешно приспособились к жизни в отдельных регионах Евразии, в том числе и в России. Еноты – всеядные создания, способные адаптироваться практически к любым условиям. Они находят пищу в самых неожиданных местах, но основной территорией для охоты становятся берега водоемов. Нехитрым способом животные ощупывают дно в поисках раков, моллюсков и других съедобных существ. За подобный способ промысла их и прозвали полоскунами. У енотов превосходное зрение, но в этой ситуации они полностью полагаются на продвинутое осязание. Фантастически чувствительные пальцы не пропустят ни один деликатес, и даже быстрая и изворотливая цель будет в итоге отправлена в рот. Енот – большой любитель птичьих яиц, который не побрезгует даже молодыми птенцами, поэтому своим присутствием он заметно нервирует находящихся поблизости пернатых. Однако вечно голодный зверь не часто ввязывается в драки, ведь его рацион невероятно обширен, и развитые органы чувств вряд ли оставят его голодным. Но несмотря на свою миловидность, в первую очередь енот – хищник, который не упустит возможности поохотиться даже на млекопитающих. В нужный момент он может стать невероятно проворным и свирепым, поэтому даже кролик без лишних сомнений становится добычей. Питание енота во многом зависит от местности, и в отдельных регионах его пищей становятся даже яйца аллигаторов, которые ночью оставляют гнездо, чтобы поохотиться. Мощные зубы позволяют не церемониться с добычей, и даже прочные панцири крабов и моллюсков не защитят своих владельцев. В целом, енота можно считать одним из умнейших хищников, о чем свидетельствуют многочисленные тесты. Ради драгоценного лакомства зверь готов решать невероятно сложные задачи, которые в диких условиях заменяются на постоянные встречи с обитающими поблизости хищниками. Рысь далеко не самый конфликтный охотник, и обычно ее не так просто заметить. Но она далеко не в восторге, когда на ее владениях охотятся конкуренты. И если преимущество в размерах на стороне кошки, она пытается прогнать нежелательных гостей. Однако внешнего вида недостаточно, чтобы напугать столь наглого соседа, а ввязываться в драку не лучшая затея, поэтому енот без усилий отстаивает свое право на охоту. У взрослых енотов немало естественных врагов, однако детеныши куда более уязвимы. Но родительская забота настолько сильна, что мать готова рисковать жизнью ради спасения малыша из беды. Рысь выбрала легкую мишень, но в ту же секунду на нее обрушивается шквал ударов, что сбивает хищницу с толку и вынуждает спасаться бегством. Но матери этого мало, и в сопровождении всего семейства она продолжает наступление. Даже яростная атака вряд ли ее остановит, и нападение не закончится, пока враг полностью не скроется из вида. Койоты отличаются особенной предприимчивостью, и первая неудача не заставит этого хищника бросить затею. Однако мать реагирует моментально, и даже при таком многообразии целей охотнику не удается застать добычу врасплох. Лучшей защитой от назойливых хищников становятся деревья, на которые ловкие еноты способны забираться с малого возраста. Причем в некотором плане они справляются с этим лучше, чем кошки. Способность поворачивать задние когти позволяет перемещаться по дереву в любом направлении.
Но некоторые хищники, даже такие тяжелые, как этот черный медведь, также являются искусными древолазами. Однако матери ничего не стоит напасть и на заметно превосходящего в размерах противника. Хотя это всего лишь медвежата, они представляют серьезную опасность, поэтому матери приходится показывать всю серьезность намерений. Не менее опасным может стать американский барсук, который, невзирая на размеры, является одним из самых свирепых и бесстрашных хищников. Детеныши вряд ли об этом догадываются, поэтому не соблюдают безопасную дистанцию, чем приводят барсука в бешенство. Мать не прощает подобное поведение, однако в ярости такой противник не боится даже волков. К счастью, целью барсука становится быстрое выкапывание норы, поэтому он не обращает внимания на разгневанную главу семейства. Шкура этого животного слишком прочна, поэтому даже яростные укусы вряд ли нанесли ему хоть какой-то урон. Стоит отметить, что большую часть жизни еноты держатся небольшими социальными группами. Однако бремя воспитания потомства целиком ложится на плечи матери. При этом взрослые самцы могут пытаться расправиться с подрастающим поколением. Поэтому в случае малейшей опасности мать вынуждена менять убежище, аккуратно перетаскивая одного малыша за другим. Еноты могут стать настоящей проблемой для местных жителей, ведь в поисках легкой наживы они способны забираться даже в надежно закрытые мусорные баки. Неудивительно, что дома также привлекают внимание хищников, и, используя ловкость и сообразительность, они без проблем забираются в самые труднодоступные места. Хотя порой это может стоить невероятных усилий, особенно если операция по проникновению проводится в сопровождении неопытных малышей. За своеобразную окраску и исключительные способности этих животных называют бандитами в масках. Им ничего не стоит перевернуть все вверх дном, но настоящая опасность заключается в переносимых ими заболеваниях. Хотя в основном это заслуга неконтролируемых свалок, а еноты лишь пытаются выжить, постоянно приспосабливаясь к изменениям окружающего мира. И в целом благополучию этих находчивых альпинистов ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!